Всем привет, Джейсон снова на связи. В этом видео познакомимся с еще одним представителем воздушного процессорного охлаждения от компании Deepcool. Это Gammax 400EX. Комплект поставки перед вами, и сразу хочу уточнить, что кулер не поддерживает устаревший разъем LGA 775, а также LGA 2011 и 2066. По части AMD монтаж возможен на все, кроме TR4. Габариты у Gammax 400EX такие: высота 158 мм, ширина с учетом крепежных скоб 130 мм, толщина без вентиляторов 50, с вентиляторами 104 мм. Вентиляторы крепятся к телу радиатора при помощи металлических скоб. Здесь используются два фирменных 120 мм вентилятора DF1202512CL. По информации с официального сайта, выполнены они на гидродинамическом подшипнике. Высота рамки составляет 25 мм. По углам с каждой стороны есть серые треугольные резиновые демпферы. 9 лопастей крыльчатки имеют особую геометрию, которая призвана положительно влиять на шумовые характеристики вентилятора. Доступный диапазон скоростей составляет от 500 до 1500 оборотов в минуту и регулируется при помощи шин. От себя скажу, что на 1000 оборотах вентиляторы едва слышно. На максимальных оборотах шум от них я назвал бы средним, то есть их слышно, но слух они не раздражают. Так что акустически данный кулер я считаю весьма удачным. Кабель питания в оплетке имеет 4-пиновый разъем и длину 270 мм. Важная информация для потенциальных покупателей данного кулера. В комплекте нет разветвителя для вентиляторов, дабы можно было оба пропеллера подключить на один разъем CPU Fan. Поэтому если у вас на материнке всего один такой разъем и больше нет рядом с кулером свободных, то рекомендую заранее приобрести такой разветвитель. Ссылочки на него оставлю в описании, возможно, кому-то пригодится. Радиатор у Gammax 400EX классическая башня, в которой 56 алюминиевых пластин напрессованы на 4 медные U-образные 6-мм тепловые трубки. Между вторым вентилятором и радиатором предусмотрены резиновые 2-мм проставки, и это я считаю отличным и правильным решением, так как это существенно снижает шум от второго вентилятора. Сверху имеется лаконичная черная пластиковая накладка, накрывающая концы тепловых трубок. Снизу для соединения трубок используется алюминиевая пластина. Прилегание трубок в местах стыка с пластиной можете оценить сами. Расстояние между трубками составляет примерно 2,5 мм. Как видно, тепловые трубки напрямую контактируют с крышкой процессора. Общая эффективная площадь подошвы равна 35 на 35 мм. Основание ровное. Изначально на основании присутствует наклейка, защищающая его от повреждений. Ее нужно не забыть снять во время монтажа. Инструкция подробная, с картинками, так что проблем с установкой у вас возникнуть не должно. Я покажу установку на примере сокета 1151. Wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure. В моем случае, как вы могли заметить, корпусные вентиляторы подключены к контроллеру с обратной стороны поддона, поэтому у меня вот этот разъем свободен, и я сюда подключу второй вентилятор. Это я к тому, что могу обойтись без разветвителя. Unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go. It's a new adventure.
Как видите, установка простая и много времени не займет. И радует то, что нет проблем совместимости с модулями оперативной памяти. По сборке все. Напомню, в моем варианте разветвитель не понадобился. Кстати, обзор на подставку под видеокарту у меня уже был. Кому интересно, в правом верхнем углу нажмите на подсказку. Тестить Gomax 400X буду в хорошо продуваемом корпусе Antec NX800. У него два 200 мм вентилятора спереди работают на вдув, а 340 мм, два из которых сверху и один сзади, на выдув. Кому интересно, обзор на него также недавно был на канале. Термопасту, как вы заметили, использую штатную. Для обоих вентиляторов в BIOS выставлен профиль работы стандарт. После чуть более 20 минут одновременного стресс-теста AIDA64 плюс FurMark, нескальпированный процессор Intel Core i5-8600K, разогнанный до частоты в 4,7 ГГц, максимально прогрелся до 86 градусов. И для моей системы, учитывая стоимость этого кулера, а она на данный момент составляет 950 гривен или $36 США, это очень неплохой результат. Без разгона, также после 20 минут аналогичного стресс-теста, процессор не прогрелся выше 68 градусов. Из всего вышесказанного могу порекомендовать данный кулер тем, у кого процессоры имеют заявленный TDP до 95 Вт. В этом варианте его производительности хватит, чтобы и прос охладить, и работать с комфортным для вас уровнем шума. К достоинствам отнесу строгий и аккуратный внешний вид, быстроту установки, а также то, что он не перекрывает слоты для модулей памяти. Еще для кого-то плюсом может стать полное отсутствие подсветки. Единственным недостатком считаю отсутствие в комплекте разветвителя питания для вентиляторов. На этом у меня все. Актуальные цены на данный кулер найдете в описании под этим видео. Всем хорошего настроения. С вами как всегда был Джейсон. До скорого!